на оживленной улице большого города, где витрины магазинов сияли огнями, а кафе были полны спешащих людей. За столиком на летней террасе уютного ресторана сидел мужчина в элегантном синем костюме. Он неспешно пил кофе, наслаждаясь утренним покоем и гулом города. Его звали Александр, и он был миллионером, владел крупной компанией. Его знали в деловых кругах как успешного, расчетливого и прагматичного человека. Но в тот день все изменилось. К его столику робко подошла маленькая девочка. Лет 6, в поношенном сером платьице, с растрепанными светлыми волосами и босыми ногами. Она встала на колени прямо на камне мостовой, сложив руки, словно молилась, и тихо сказала: «Простите, можно немного еды?» Александр замер. Он мог бы отвернуться, как это делали многие. Мог бы дать ей деньги и считать долг исполненным. Но что-то в ее взгляде открытом, честном и одновременно таким взрослым, уставшим, пронзило его сердце. «Конечно», — сказал он и подозвал официанта. «Принесите, пожалуйста, сэндвич с ветчиной и сыром и чашку горячего какао». Девочка приняла угощение с благодарной улыбкой. Она поклонилась, сказала спасибо и быстро исчезла в потоке прохожих. Весь день Александр не мог выбросить ее из головы. Он сидел в своем офисе, просматривал документы, проводил встречи, но перед глазами все стояла она. Маленькая, худенькая, с запачканными коленками, сложившая руки, словно в молитве. Вечером он рассказал об этом своей жене Марине. У них не было детей, так уж сложилось, и хотя они жили в роскоши, что-то внутри них всегда оставалось пустым. Услышав историю о девочке, Марина сразу же сказала: «Нам нужно ее найти». И начались поиски. Они раздавали описания, спрашивали прохожих, говорили с волонтерами, посещали приюты. Прошло несколько дней, прежде чем им удалось найти ту самую девочку. Ее звали Лиза. Она жила на улице почти год. Родителей не было, мать погибла в аварии, отец исчез, и с тех пор девочка выживала как могла. Иногда ночевала в подвале, иногда в парке. Ее не замечали, проходили мимо. Но она все равно верила, что когда-нибудь все изменится. И этот день настал. Александр и Марина взяли Лизу под опеку. Сначала официально через органы опеки и заботливо продуманные шаги. Потом по-настоящему, от сердца. Девочка начала жить в их доме, ходить в школу. У нее появилась своя комната, мягкая кровать, игрушки, книги и, главное, любовь и тепло. Прошло время. Александр стал другим человеком. Он все чаще задерживался дома, отказывался от лишних встреч, читал Лизе сказки перед сном и учил ее кататься на велосипеде. Марина стала для девочки настоящей мамой, а Лиза — тем самым недостающим звеном в их жизни, которое сделало их по-настоящему счастливыми. Так маленькое случайное утро изменило 3 судьбы. И началась новая, счастливая глава в жизни девочки, которую однажды увидел за кофе человек с добрым сердцем. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.